Друзья, привет! Сегодня немного необычный для нас формат, но хочу рассказать о том, что произошло вчера. Вчера я очень серьезно наблюдал за тем, что происходило в октагоне. Именно так называется турнир, наверное, так можно сказать, по смешанным единоборствам, по боям без правил ММА. На них принимали участие несколько очень интересных личностей, за которыми мы давно следим. Например, я думаю, что вы все знаете, Фируза есть Шарипова. Это женщина, которая чемпион мира по боксу. И у нее состоялся дебют в ММА, дебют в смешанных единоборствах. Сразу скажу, что сначала, когда я услышал об этом, я немного переживал, потому что вообще Фируза, она же боксерша, и очень редко так бывает, когда боксер соглашается провести бой в смешанных единоборствах, где часто бывает, что много борьбы. И поэтому я немного переживал, тем более, что соперница ее, она чемпионка по грэпплингу. А грэпплинг — это как раз и есть борьба, броски, зажимы, разные захваты. И поэтому немного я переживал. Но потом я подумал, что наверняка Фируза, она вряд ли бы согласилась пойти и выйти против чемпионки по грэпплингу, по борьбе, если бы она не знала, что это такое. Я уверен, что она, наверное, потренировалась. Я думаю, что попробовала несколько раз и потом уже согласилась на то, чтобы принять участие в таком турнире. Бой был довольно быстрым, все быстро закончилось. Мои переживания были, наверное, совсем ненужными, потому что очень уверенно Фируза выглядела, никаких сомнений, никаких шансов не оставила сопернице. И я, кстати, заметил перед боем, что она очень хорошо подготовилась. Показывали кадры, там она была на Медео, пробегалась по лестнице. Да и тоже, когда только они зашли в октагон, было видно, что она очень серьезно настроена, очень собрана. Прям на лице было написано, насколько она ответственно подходит к этому событию. То есть не просто так, как к развлечению, а как действительно к чему-то сложному, новому и серьезному. И, наверное, неспроста она так серьезно настраивалась, потому что предыдущий ее бой, который состоялся 11 декабря 2021 года в Англии против Кэти Тейлор, к сожалению, судьи отдали предпочтение чемпионке Кэти Тейлор. Но многие эксперты и я, конечно, тоже считаем, что она выглядела очень достойно, очень уверенно и навязала очень серьезную борьбу. Но все-таки поражение есть поражение. И такое в общем, небольшое волнение у меня было. Но когда состоялся бой, когда все завершилось, и я полностью расслабился уже, и я увидел тоже, что Фируза тоже она расслабилась. Все эмоции были написаны у нее на лице. Кроме, кстати, Фирузы, был еще один спортсмен, за которым мы следим. В рекомендациях иногда попадают разные самые люди, и один из них — это актер Еркебулан Токтар. Я следил за ним в Инстаграм и не мог понять, он все-таки актер или человек, который занимается единоборствами. И вы, наверное, его знаете. Сейчас в Казахстане идет фильм, который называется «Бешарашки», и он там сыграл одну из ролей. Там, кстати, были еще наши друзья, например, Жанкош Тураров, который тоже пробует себя в качестве актера. Неповторимый Жан Байжанбаев тоже в этом фильме снимался. И Еркебулан тоже в такой компании сейчас появился на экранах кинотеатров Казахстана. В общем, я думаю, что те, кто следят за его карьерой, те, кто следят за его Инстаграм, тоже знают, что он и одновременно и актер, и боец. И причем он успешный и там, и там. Единственное, что его бой закрывал мероприятие. Соответственно, надо сказать, что обычно в самом конце самые важные события происходят как в спорте, так и на эстраде. И, в общем, его бой закрывал вечер. Все очень ждали этот бой, очень активно его поддерживали трибуны, но, к сожалению, он проиграл, попал на болевой прием, захватил соперник из Узбекистана руку его и провел болевой прием. В общем, в итоге так получилось, что Еркебулан проиграл, к сожалению. И это, конечно, не очень хорошая новость.
Но, с другой стороны, надо сказать, что это, наверное, тоже и хорошая новость. Потому что Еркебулан, он еще очень молодой человек. И впереди у него очень много разных интересных вещей, которые он сможет сделать. Захочет будет заниматься единоборствами, захочет будет великолепным актером, может быть, будет и там, как он делает сейчас. Но на самом деле надо сказать, что, безусловно, без поражений нет побед. Вот и если посмотреть даже на Фирузу Шарипову, тоже у нее было вот такое вот обидное поражение против Кэти Тейлор, вроде бой за сразу несколько чемпионских поясов, но, к сожалению, вот судьи отдали предпочтение другой боксерше. И вот сейчас уже сегодня мы видели, как Фируза выходит и побеждает. То есть после того, как какое-то время проходит, она все равно находит все силы, лучше готовится, делает выводы и выходит и побеждает, меняет вид спорта. И я думаю, что если Еркебулан, мне кажется, что он очень грамотный молодой человек, я думаю, что если он сделает правильные выводы, то впереди его ждут большие успехи. Поэтому вроде бы, еще раз скажу, новость не очень хорошая, но с другой стороны, новость хорошая. Вот такую вот небольшую беседу, небольшой разговор хотел я вам с вами провести, друзья. На этом все. Скоро увидимся. До новых встреч.